Меня слышно? Ау, прием. Явилась, не запылилась. А что, почему бы и нет? Погода на улице шикарная, и вообще вариант поговорить, поделиться своими мыслями никуда не делся. Встречайте. Погнали. Знаете, бывает такое странное чувство. Вот так. Вроде бы в жизни все нормально, все на своих местах. А внутри как будто бы титры пошли. И вы сидите в пустом зале. Вроде бы вы главный герой и режиссер этой своей шикарной жизни, но ощущение такое, что фильм не ваш. Вы просто смотрите его со стороны по привычке, вообще без особого интереса. И вот эта пустота, эта апатия, она порой пугает сильнее, чем любые реальные проблемы. Я хочу вам сказать прямо сейчас, то, что вы чувствуете, это не ошибка. Это не значит, что вы сломались или стали слабее. На самом деле это очень мощный сигнал нашей психики. Она просто кричит о том, что старые способы жить, старые цели и смыслы перестали давать нам энергию. Вы имеете полное право на эту усталость. Даже если внешне все благополучно, ваша внутренняя апатия, она настоящая. И это нормально на какое-то время просто замереть, просто перестать себя пытаться чинить и разрешать себе не знать, куда идти дальше. Знаете, в такие моменты часто хочется себя просто как-то собрать, что ли. Сказать себе: слушай, у тебя же все есть. Чего ты там вообще жалуешься? На что ты вообще жалуешься? И мы начинаем потихоньку себя за это грызть, добавляя к апатии еще и чувство вины. Но это ощущения возникли не на пустом месте. Это как если бы вы долго-долго шли в неудобной обуви, привыкли к боли, перестали ее вообще замечать, а тут волшебным образом нарисовалась лавочка, мы присели, разулись и наконец-то почувствовали свои опухшие ноги. Нам кажется, что нужен грандиозный подвиг, чтобы все изменить, а сил на это просто нет. Но знаете что? На самом деле все начинается с совершенно другого. С того, что не требует усилий, но меняет само наше состояние в корне. Если сейчас вы узнали себя в этой истории, то я очень прошу вас посмотреть это видео до конца. Я просто дам вам способ, как бережно вывести себя из этой заморозки и снова начать ощущать вкус к жизни. И самое главное, для этого вам не придется прямо сейчас ничего ломать в своей жизни или совершать каких-то рывков. Как бы это странно и просто сейчас не звучало. И вот для этого я хочу предложить вам одно очень классное упражнение. Оно простое, но именно оно поможет вам в будущем снова почувствовать вкус к жизни. Только давайте договоримся сразу. Это упражнение вас вообще ни к чему не обязывает. Мы не будем сейчас ничего применять, менять, никуда бежать или принимать какие-то глобально меняющие нашу жизнь решения. Нам сейчас важно просто начать копить ресурс. Я называю это упражнение «Копилка желаний» или «Сундучок хотелок». Выберите любое близкое вам название. В течение дня, когда вы что-то делаете, например, пьете кофе или идете по улице, просто поймайте мимолетную мысль: было бы здорово когда-нибудь вот так посидеть в тишине, или мне бы хотелось вот такую куртку. И когда я говорю в контексте кофе, я имею в виду, это не здесь на работе 5 минут попили и побежали дальше, или на ходу, пока вы от кофейни до работы бежите. Я имею в виду именно целенаправленно пойти в кофейню, сесть и созерцать, наслаждаться, принимать это. И именно в этот момент скажите себе: я это просто заметил, я это просто кладу в свою копилку. Вам не нужно это исполнять прямо сейчас. И уж точно не нужно брать на себя ответственность за реализацию этого желания. Мы просто коллекционируем эти искры, чтобы вы снова привыкли в целом к самому ощущению, что вы чего-то хотите. Пусть оно там просто лежит. Это ваше личное безопасное пространство, в которое вы всегда можете заглянуть, просто чтобы увидеть, что внутри
действительно что-то есть. Ой, на сегодня, пожалуй, это все. Если вы чувствуете, что этот фильм, в котором вы застряли, и он вам окончательно надоел, и вам очень хочется наконец-то начать возвращать себя к жизни, я очень рекомендую вам попробовать это нехитрое упражнение с копилкой. Но только если откликается, без ожиданий и какого-то давления на себя. Вы уже сделали очень много, просто потому что досмотрели это видео и заглянули внутрь себя. А я знаю, как это бывает чертовски страшно и трудно. И здесь я хочу сказать, что в следующем видео я планирую пойти чуть дальше и поговорить о том, как отличить свои истинные желания от тех, что нам годами навязывали окружающие. Это будет очень важный разговор о том, как начать слышать именно свой голос в общем шуме. Чтобы не пропустить это видео, конечно же, подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте колокольчик, на мой Telegram, и поставьте лайк, так этот ролик увидит гораздо больше людей, которым сейчас также важно почувствовать эту поддержку. И обязательно пишите в комментариях, какие искры желаний вам уже удалось поймать и положить в свою копилочку. Мне будет очень ценно это почитать. Ну а сегодня позвольте себе просто быть, просто слушать себя. На этом все. До встречи. С вами была Алла Сидоровская, психолог, коуч, арт-терапевт, маг-практик.